Добрый день, с вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. Сегодня я хочу начать цикл видео по вязанию разных игрушек на основе одной схемы. Тело и одежда у всех у них будет одинаковыми, а мордочки, ушки и хвостики у каждого свои. Начну на примере мышек-пышек. Рост их примерно 12 сантиметров. Они пухленькие и толстенькие. Мальчик одет в свитер, а девочка в платье. Одежда не снимается, она ввязана в игрушки. Сегодня я покажу, как связать тело. Оно вяжется одной деталью, ручки ввязываются. Еще вы увидите, как оформить и вставить глазки. Во втором видео мы займемся одеждой. Девочке довяжем платье, а мальчику свитер. Ну и в третьем видео мы свяжем отличительные детали именно для мышек. Это ушки, носик и хвостик. А также сошьем все детали вместе. В дальнейшем я вам покажу, как можно связать кошечек, зайчиков, мишек и многие другие игрушки на основе тела и одежды мышек-пышек. Каждой игрушке будет посвящено только одно видео с примером вязания отличительных деталей. А как вязать тело и одежду, можете посмотреть в первых двух частях про мышек. Тело мышки мальчика и девочки вяжется абсолютно одинаково. Я покажу, как это сделать на примере мышки-девочки. Если вам приглянулись мои мышки-пышки, давайте вязать вместе. Для работы нам понадобится в первую очередь пряжа. Я использую пряжу Yarn Art Elite. Это стопроцентный акрил, метраж 100 грамм на 300 метров. Вы можете вязать любой другой акриловой пряжей, а также использовать любое сочетание цветов. У меня основной цвет серый, а одежду для мышки-девочки я буду вязать розовой пряжей. При этом буду использовать крючок 2 мм. Еще нам понадобятся глазки на безопасном креплении. Диаметр их 10 мм, а также фетр белого цвета, совсем немного. И набор инструментов: игла, набор английских булавок, шило, ножницы и палочка для набивания игрушки наполнителем. А наполнитель у меня синтепух. Итак, приступим. Сначала займемся ручками. Их надо подготовить заранее, потому что ручки будем не пришивать, а ввязывать в тело. Нижняя часть ручки будет основного цвета, серого, а верхняя часть цвета одежды. У меня это розовый цвет. Деталь набивать наполнителем не нужно. В конце закроем ее столбиками без накида, провязанными за оба края ручки. Свяжем вторую ручку вместе. Сначала берем пряжу серого цвета и вяжем первый ряд 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Для этого накидываем пряжу на палец и набираем одну воздушную петлю. Теперь провязываем в кольцо 8 столбиков без накида. Я это делаю, не снимая с пальца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем 4 ряда по 8 столбиков без накида в каждом. Последний столбик без накида 5-го ряда провязываем не до конца. На крючке у нас остается 2 петельки. Берем пряжу розового цвета и меняем цвет пряжи. Для этого довязываем розовой пряжей столбик без накида. После этого можно ниточку серого цвета обрезать. Она нам больше не пригодится.
Хвостик от кольца амигуруми можно спрятать внутрь детальки, чтобы он нам не мешался. И теперь вяжем 4 ряда по 8 столбиков без накида уже розовой пряжей. При этом хвостики ввязываем в детальку. Немного натягиваем их и продолжаем вязание. Теперь будем закрывать деталь. Для этого складываем детальку пополам и вяжем 10 ряд, 4 столбика без накида за оба края. Вставляем крючок в следующую петлю по ходу вязания, выводим ее из предыдущей петельки. Вяжем первый столбик без накида. Теперь, совмещая петли вместе, провязываем еще 3 столбика без накида. Все, закрыли деталь, обрезаем ниточку, оставляя совсем небольшой хвостик. Вытягиваем нить. Вот такая ручка у нас с вами получилась. Посмотрите, 2 ручки готовы. Можно заняться телом. Тело будем вязать с ножек, то есть снизу вверх. Одну ножку я уже связала. Она основного серого цвета. В конце я зафиксировала ниточку, набрав воздушную петельку и пропустив сквозь нее хвостик, чтобы в дальнейшем у нас вязание не распустилось. Свяжем точно такую же вторую ножку вместе. Берем пряжу серого цвета, первый ряд, 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия, и обязательно прокладываем нить контрастного цвета. Она нам очень пригодится в дальнейшем для того, чтобы не запутаться в подсчете рядов. Вяжем второй ряд. 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Прибавка – это 2 столбика без накида, провязанные вместе в одну петлю предыдущего ряда. Делается это так. Вводим крючок в следующую петлю по ходу вязания, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида и вводим крючок в эту же петлю, протягиваем ниточку, провязываем столбик без накида второй. Получилась 1 прибавка. Вяжем дальше. Третий ряд, 2 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Четвертый ряд, 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза.
5 ряд, 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 3 раза. Все, связали ножку, но на этом мы не останавливаемся. Набираем 2 воздушные петельки. 1, 2. Дальше будем объединять 2 ножки вместе. Счет рядов продолжаем. Чтобы не было отверстия между ножками, я начинаю вязать дальше по первой ножке, начиная с последней петельки первой ноги. Вяжем 6 ряд, провязываем 18 столбиков без накида по первой ножке, затем 2 столбика без накида по цепочке из 2 воздушных петелек, потом 18 столбиков без накида по второй ноге и заканчиваем 2 столбиками без накида по цепочке из 2 воздушных петелек. Начинаем вязать. Вставляем крючок в последнюю петлю первой ножки и провязываем первый столбик без накида. Затем вставляем крючок в первую петлю последнего ряда первой ножки. Провязываем второй столбик без накида, при этом хвостик от ножки ввязываем в этот ряд. Вот у меня провязано 2 столбика без накида. Вяжем еще 16 столбиков без накида по этой ножке. Провязали 18 столбиков без накида по ножке, подошли к цепочке из 2 воздушных петелек. По одной стороне этой цепочки вяжем 2 столбика без накида. Подошли к другой ножке, по ней провязываем 18 столбиков без накида. Подошли к цепочке из 2 воздушных петелек. По другой стороне этой цепочки провязываем 2 столбика без накида. Закончили 6 ряд. Вот так у нас получилось. Мы объединили 2 ножки вместе и начали вязать тело. Теперь нить контрастного цвета перекидываем. Отсюда у нас начнется следующий ряд. Вяжем 7 ряд, 40 столбиков без накида. Восьмой ряд, 7 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз.
9 ряд, 8 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 4 ряда по 50 столбиков без накида в каждом. В конце 13 ряда необходимо заменить основной цвет игрушки на цвет одежды. Для этого последний столбик этого ряда провязываем до конца ниточкой розового цвета. Нить серого цвета можно обрезать. Подтягиваем ниточки. И вяжем 14 ряд уже пряжей розового цвета 50 столбиков без накида подряд, без изменений. При этом хвостики ввязываем в этот ряд. Пятнадцатый ряд вяжем за заднюю стенку петли. Каждая петля имеет 2 стенки: переднюю, которая ближе к нам, и заднюю, которая дальше от нас. В 15 ряду вяжем все столбики без накида за заднюю стенку. После провязывания 15 ряда, который мы вязали за заднюю стенку петли, у нас получился вот такой рубчик небольшой. В дальнейшем, хватаясь за передние стенки петелек этого ряда, мы будем довязывать одежду будущей игрушки. Теперь вяжем 2 ряда по 50 столбиков без накида в каждом за обе стенки петель. Восемнадцатый ряд, 8 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Убавка – это 2 столбика без накида, провязанные как один. Для этого вводим крючок в следующую петлю по ходу вязания, захватываем рабочую нить. Дальше вводим крючок в следующую петлю по ходу вязания, опять захватываем нить и провязываем все это вместе за 1 раз. Получилась убавка. Продолжаем вязание. В 19 ряду будем ввязывать ручки. Они должны находиться по бокам. Причем сторона, где находится контрастная линия, это у нас будет зад игрушки. Ручки должны находиться спереди, по бокам. Вот здесь и здесь.
Поэтому сначала вяжем 12 столбиков без накида. Складываем деталь пополам и видим, что мы остановились ровно сбоку детали. Теперь берем ручку и будем ее ввязывать. В последнем ряду у ручки 4 петельки, поэтому провязываем сейчас 4 столбика без накида сквозь петли ручки и тела. Причем ручку надо расположить таким образом, чтобы переход от одного цвета к другому был незаметен, находился между ручкой и телом. Вот так располагаем ручку и начинаем ввязывать. При этом хвостик от ручки ввязываем в этот ряд. Вот мы ввязали одну ручку. Теперь продолжаем вязание, пока не дойдем до второго бока игрушки. Для этого вяжем 14 столбиков без накида. Останавливаемся здесь, берем вторую ручку и тоже ее ввязываем. Вяжем 4 столбика без накида по ручке и телу одновременно. Ввязали вторую ручку. Посмотрите. И нам осталось провязать только 11 столбиков без накида до конца этого ряда. Вот мы закончили этот ряд. Давайте проверять. У меня ручки расположены ровно по бокам, как и должны. Если у вас после провязывания этого ряда ручки смещены вправо или влево, вам необходимо распустить этот ряд и ввязать ручки под вашу плотность вязания, под вашу игрушку. Только после этого можно продолжать вязание дальше. Вяжем 20 ряд, 45 столбиков без накида, без изменений. В конце 20 ряда меняем цвет одежды на основной цвет игрушки. Для этого последний столбик без накида провязываем до конца уже серой пряжей. Провязали столбик, обрезаем розовую ниточку на небольшом расстоянии. И продолжаем вязать уже серой ниточкой. Двадцать первый ряд.
вяжем 45 столбиков без накида за заднюю стенку петель предыдущего ряда. При этом хвостики розовый и серый ввязываем в этот ряд. Двадцать второй ряд. 7 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 3 ряда по 40 столбиков без накида в каждом. Двадцать шестой ряд. 6 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Теперь вяжем 3 ряда по 35 столбиков без накида в каждом. Тридцатый ряд. 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Тридцать первый ряд. 4 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Тридцать второй ряд. 3 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. На этом мы приостановимся для того, чтобы вставить глазки и набить тело наполнителем. Глазки я уже подготовила. Посмотрите, вот так должно получиться. Видите, это глазик на безопасном креплении, вставлен в белую детальку из фетра. Для того, чтобы сделать белую детальку, я приложила глазик к фетру и примерно вырезала кружочек на 3 мм больше, чем сам глазик. Ближе к боку проделала отверстие с помощью шила. И теперь можно вставить глазик в это отверстие. Вот так вот получается. Смотрите. Теперь 2 глазика необходимо вставить в игрушку. Отсчитываем примерно от начала одежды вверх 7 рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вставляем глазки
на расстоянии где-то 3 петельки друг от друга. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Можно один глаз сюда вставить. Теперь от него отсчитываем 3 петельки в бок. Вставляем второй глазик. Вот так примерно должно получиться. Если нам нравится их место расположения, можно закреплять. Все, мы закрепили глазки, теперь набьем тело наполнителем. Набиваем очень плотно, уделяем особое внимание бокам головы. Вот я набила тело наполнителем. Вот такое оно у меня получилось округленькое. Посмотрите. Теперь будем продолжать вязание. Вяжем 33 ряд. 2 столбика без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. При этом стараемся не цеплять наполнитель крючком. Тридцать четвертый ряд. 1 столбик без накида, 1 убавка, повторить 5 раз. Здесь мы тоже приостановимся и донабьем тело наполнителем сверху, чтобы голова была покруглее. И вяжем последний 35 ряд, 5 убавок. Все, ниточку обрезаем, оставляя небольшой хвостик, вытягиваем. И теперь необходимо стянуть отверстие, которое осталось сверху. Для этого вставляем хвостик в иглу и начнем стягивать, захватывая поочередно петельки последнего ряда. При этом будем хорошо затягивать ниточку. Все, вот так получилось. Отверстие совершенно не видно. Можно вывести иглу с нитью подальше, сделать узелочек, ввести иглу в основание узелка, вывести на несколько рядов вниз, натянуть ниточку, чтобы узелок ушел внутрь, и теперь спрячем нить внутри игрушки. Обрезаем ниточку. Можно вынуть нить контрастного цвета. Делаем это с помощью крючка, аккуратно подцепляя им ниточку.
Вот такое тело мышки-девочки у нас с вами сегодня получилось. Заранее я связала тело для мышки-мальчика. На этом сегодня все. Ну а в следующем видео я вам покажу, как довязать одежду, платьице для мышки-девочки и свитер для мышки-мальчика. Поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!